Ребят, всем привет! Добро пожаловать на 18-й выпуск подкаста Russian Progress. Сегодня у нас очень важная и очень серьезная тема – алкоголь. И вы, наверное, увидев название этого выпуска, просто оказались в шоке, потому что русские не пьют водку. Что? Мы что, находимся в какой-то параллельной вселенной? Это вообще невозможно себе даже представить. Русский равно водка, равно медведь, равно зима. Вот. Ну, сегодня, ребят, на самом деле я хочу, если уже говорить серьезно, немножечко развеять миф о том, что русские постоянно, в общем, повсеместно пьют водку и пьют вообще алкоголь. Все на самом деле не так. Я живу в России уже 25 лет и, в общем, прошел через все вот эти мероприятия, то есть застолья. Сегодня хочу вам обо всем этом рассказать, да, то есть о своем опыте с алкоголем, или точнее о его отсутствии, о окружении, то есть кто у меня в моем окружении, пьют ли в моем окружении или нет, и, в общем, вообще в целом, да, поговорить об алкоголе в России. Прежде чем мы начнем, напомню тем, кто только подключился, что все выпуски подкаста Russian Progress сопровождаются транскрипцией. Эту транскрипцию вы можете найти на сайте, и вы можете заниматься с одним и тем же материалом несколько раз. То есть сначала, например, послушать подкаст, потом слушать, смотреть в текст и переводить незнакомые слова, потом слушать и повторять за мной, то есть работать над произношением, и потом просто читать, например, да. Используйте этот материал, то есть используйте его несколько раз, так вам проще будет запомнить все слова новые и конструкции. Также к этому выпуску идет видео, и это видео вы можете найти на Патреоне. Patreon — это платформа, где вы можете поддержать проект Russian Progress, и в качестве вот такого небольшого бонуса у вас будет видео. Итак, начнем. Для начала я хотел бы вам рассказать немного о своем опыте с алкоголем, да, моя история алкоголя. И это довольно необычный случай, потому что я не употребляю алкоголь вообще. В моей жизни на самом деле было 3 случая, 3 раза, когда я пробовал или пил алкоголь. Первый раз этот был, когда я был совсем маленьким, мне было где-то 5 лет, вот, и на столе стояло пиво, да, пиво, что я сделал, я просто взял и попробовал. То есть это не то, что я напился, там, выпил весь этот стакан, я просто попробовал, что это такое. Ну и, в принципе, до сих пор я помню вот этот вкус пива. Ничего отвратительного, ничего ужасного, ну, возможно, даже это вкусно. Но вот, собственно, это был мой первый контакт с алкоголем. Второй раз, когда я попробовал алкоголь, мне было уже лет 10. Было какое-то застолье. Застолье — это, то есть, когда группа людей, ну, семья, родственники собираются все вместе на каком-то празднике, на каком-то праздновании, да, праздновании чего-то, то есть Новый год, день рождения и так далее, и сидят. Вот. Сидят, едят и пьют. Так вот, и там стояла бутылка с водой, как я изначально думал, что это вода, но на самом деле, когда я уже набрал вот эту жидкость в рот, я ощутил такое жжение во рту, просто все жгло, и, очевидно, это была водка или какой-то спирт. В общем, я это сразу выплюнул, и было вообще отвратительно. Вот, водка — это просто самое мерзкое, наверное, что может быть вообще. Третий мой контакт с алкоголем — это был на Новый год, когда мне было где-то 14 лет. На Новый год принято, выпить бокал шампанского. И я выпил бокал шампанского. Собственно, ничего супер вкусного я не ощутил, никакого состояния, понятно, опьянения у меня не было. И вообще пьяным, я думаю, я не думаю, я знаю, что пьяным я никогда не был в своей жизни. То есть я не знаю, что это такое, то есть когда ты в этом состоянии. Вот, я просто пробовал, да, алкоголь. И, собственно, вот, 14 лет я попробовал, то есть выпил бокал шампанского,
И на этом моя история с алкоголем закончилась. И теперь вам, наверное, интересно, почему, что с тобой не так, почему ты не пьешь? Ну, можно же пить чуть-чуть, не обязательно же напиваться там, бухать, да, вот у нас есть слово бухать, это значит много пить. На самом деле, я думаю, здесь главные две причины. Первая причина это то, что когда я был маленьким еще, у моего деда есть мебельный магазин, и он постоянно рассказывал о том, что сотрудники его, работники, они постоянно пьют, он постоянно увольняет кого-то, потом нанимает новых, они опять пьют, он их увольняет и так далее. И тут я подумал, ага, то есть если я не буду пить, то как минимум я буду более конкурентоспособен, чем вот эти люди, то есть на рынке труда, да, то есть уже в детстве я думал вот об этом, что если не пить, то, в принципе, из-за алкоголя тебя не уволят. Ну, логично, ты же не пьешь. Вот, и, собственно, это первая мысль, которая мне пришла в голову. И вторая мысль, это я просто с детства понял, что пить алкоголь – это по большей степени, по большей части трата денег, трата времени, ну и, соответственно, трата здоровья. Опять же, я говорю сейчас в основном о тех случаях, когда мы пьем слишком много. Перегибаем палку, да? Когда мы перегибаем палку. Палка — это stick, да? Перегибать палку — это значит делать что-то go to the extreme, да, по-английски. Так вот, и понятно, когда я, в общем, уже в моем окружении, да, начали пробовать первый раз алкоголь, конечно же, это все было именно так. То есть молодые люди, они, как правило, в России, да, не знаю, как в других странах, они пробуют, что это, они напиваются, то есть какие-то вечеринки, вписки. Вписка — это когда ты собираешься в квартире и напиваются там. Ну, они не знают, что это, не пробуют, да, то есть еще, когда люди молодые, они не совсем понимают, они просто, типа, веселятся. Так вот, я смотрел на это и думал, мне это не надо, то есть зачем мне, во-первых, валяться там где-то, потом утром, чтобы у меня голова болела, потом, чтобы, то есть я был, на следующее утро я ничего не мог делать, да, то есть если ты напился, ты уже, перегар, у тебя перегар, то есть запах алкоголя и трата денег, постоянно куда-то ходить, тратить деньги на это. Короче, я понял, что это не для меня. Вот здесь важно оговориться, важно сказать, что я никого не призываю, то есть там не пейте, не надо. Я понимаю, что пить по чуть-чуть это вполне нормально. Больше скажу, что я даже не встречал людей, которые вообще не пьют. Есть люди, которые пьют там очень мало, там раз в месяц, раз в 3 месяца, раз в год, но чтобы вообще никогда не пили, я таких не встречал. Поэтому пить это нормально, но пить в меру. Но я такой человек, который не знает меры, поэтому я понял, что я решил для себя, что лучше я буду вообще не пить. Я просто себя очень хорошо знаю. Это что касается меня, да, то есть я русский, и я не пью водку, и не пью вообще алкоголь. Это немного удивительно, да, то есть стереотип такой, что русские пьют алкоголь, русские пьют водку, но нет, ребят, я тому подтверждение, понятно, что я не все население, и сейчас я хотел бы поговорить уже о других людях, да, о своем окружении. Застолье. Застолье, как я вам сказал ранее, это, в общем, мероприятие, когда ты собираешься с родственниками или с друзьями, сидишь за столом и ешь и пьешь, празднуешь что-то, да? Так вот, с раннего детства, понятно, мы, русские, очень любим праздновать, пить алкоголь мы не любим, мы любим праздновать, и с раннего детства, конечно же, я видел, что на каждом столе стоял алкоголь, и это, в принципе, до сих пор сейчас так есть, но вот именно что касается водки, водка — это, скажем так, пережиток прошлого. То есть раньше взрослые мужики, деды, они пили водку, и они продолжают это делать по сей день. Но если сейчас какое-то застолье, даже поколение вот старше меня, то есть люди, которым сейчас 40 лет, они уже не пьют водку, они пьют вино, они пьют, не знаю, коньяк, может быть, то есть какой-то другой алкоголь. Но водку пить сейчас не пьют водку. Если кто-то и пьет водку, то, как правило, это люди, которым, не знаю, 50, 60,
70 лет. Ну, по крайней мере, по моему опыту, да, то есть люди моего возраста, 25, там, ну, то есть 20, 30, они не пьют водку. Ну, а смысл пить водку? Она невкусная. Сейчас вполне, в общем, доступен алкоголь более высокого качества, то есть вино, какой-то, не знаю, ром и так далее. Вот, то есть на застольях сейчас водку не пьют. Окей? Что касается моих друзей, одноклассников, людей, с которыми я учился в школе, в университете, да, конечно, все что-то выпивают, да, то есть это все началось где-то лет в 17, когда начали пить какие-то коктейли энергетические, потом начали пить алкогольные коктейли, потом, я не знаю, Джек Дэниелс, ну вот всякое такое. И поначалу, конечно, первое время, то есть 17, 18, 19 лет, 20, люди просто напивались. Но потом, когда люди немножечко взрослеют, все, уже никто не хочет напиваться, потому что все понимают, что никому не нужно на следующее утро головная боль, никому не нужно блевать. Блевать это когда то, что у тебя есть внутри, это выходит наружу через рот, это значит блевать или тошнить, тебя тошнит. Собственно, мое окружение сейчас, на данный момент, если мы где-то и собираемся, то это, как правило, кружка пива. И все. Кружка пива или бокал вина. И все. Никакой водки нету вообще. То есть никто в моем окружении не пьет водку. Конечно, мое окружение, опять же, да, то есть не представляет всю Россию. То есть где-то, возможно, пьют больше водку, где-то меньше. Но, исходя из моего опыта, я не видел, чтобы мои друзья, мое окружение, там, родственники, которые, ну, помоложе, да, чтобы они пили водку. Ну зачем? Это же стрёмно, это отвратительно, это неприятно, невкусно. То есть единственная причина пить водку – это войти в состояние опьянения. Но для этого есть и другой алкоголь, который к тому же еще и вкусный. Вот, так что на застольях не пьют, и друзья тоже, ну, молодые люди тоже не пьют водку. Как правило, сейчас уже не актуально, не так актуально, как раньше, там, в советские времена или, я не знаю, в 90-е. То есть собираться где-то на квартире, дома и пить вместе, да. Сейчас обычно люди идут в бар. Люди идут куда-то в ресторан выпить бокал вина или идут в бар что-то выпить. Вот, так что никакой водки нет в России. Ну, то есть она есть, но все, кончилась эпоха водки в России, уже не пьют, уже это стрёмно, это ни о чем. Далее, Новый год. Я помню, вот этот Новый год, 2019, я встретил в Новосибирске, и мы сидели, в общем, с родственниками за столом, как обычно было застолье, и потом мы вышли погулять. И как раз-таки я общался с дядей Женей, который, кстати, с которым мы записали видео про историю Гонконга. Вот, и он мне поведал, что раньше, в его молодость, просто все валялись, все были пьяные, все... На Новый год это был просто ужас. То же самое было на День Победы. День Победы у нас 9 мая, и, ну, победа в Великой Отечественной войне, да, над фашизмом. Она же Вторая мировая. Так вот, и все на этот праздник напивались раньше. То есть пили настолько много, что просто валялись. И это было ужасно. Сейчас, по своему опыту могу сказать, то есть мы когда гуляли, вообще не было пьяных людей. И когда мы были, вот, то есть последние годы на Дне Победы, нет вообще пьяных людей. Ну, есть какие-то немножечко пьяные, но нет людей, которые валяются там или ведут себя как-то ужасно. То есть все, водка, it's over, водка, все, конец. Дальше, что я хотел сказать? Ну, то есть, вы поняли суть, да? То есть, я все к тому, что это все гребаный стереотип. Возможно, это даже не столько стереотип, сколько пережиток прошлого, да? То есть, раньше, в 90-е, конечно, Ельцин, первый президент России, он сам публично пил, и была реклама, то есть, почему вообще сейчас не пьют? Почему вот алкоголь и водка, в частности, не популярны? Первая причина – это то, что у нас нет никакой рекламы алкоголя. То есть по телевидению рекламы алкоголя, табака нет.
Если это какие-то фильмы, где показаны сцены с алкоголем или с сигаретами, то снизу обязательно пишут, что курение не рекомендуется или что-то типа того. Или алкоголь не рекомендуется и так далее. Второе, это то, что сейчас в России пить и курить в общественных местах запрещено. Общественные места – это места, где есть люди. То есть по факту ты можешь пить только в двух местах. Это дома и в баре. Если ты сидишь в парке и пьешь пиво, то к тебе могут подойти и изъять у тебя алкоголь или выписать тебе штраф. Пить в общественном месте нельзя. Ну и, конечно, после 11 в России перестали продавать алкоголь. После 11 вечера алкоголь ты не купишь. Ну и, наконец, перед праздниками, по-моему, за день не продают алкоголь. Ну, то есть были приняты определенные законы, которые снизили влияние вот этого алкогольного лобби на население. И, соответственно, как показала практика, меньше стало спроса на алкоголь. Ну и, наконец, я думаю, что пить алкоголь сейчас, что пить водку не модно. Если ты пьешь водку, это как-то воспринимается стрёмно. Тем более сейчас у нас тенденция на здоровый образ жизни. Сейчас в моде быть таким, не знаю, вегетарианцем, ходить в зал там, и так далее. Поэтому в целом, помимо законов, я думаю, вторая причина это то, что это не принято в обществе, да, сейчас, не клево. То есть пить вино, там, знаешь, бокальчик вина, вот так вот, это да, это еще нормально, но пить водку, это нет. Так что да, собственно, надеюсь, мне удалось как-то развеять вот этот миф, вот этот стереотип, что в России пьют водку. Если и пьют алкоголь, то, как правило, это не водка. И если пьют водку, то уже не так, как раньше. Мне на самом деле очень приятно это наблюдать, такой прогресс. Надеюсь, мне удалось развеять у вас стереотип о том, что в России пьют водку, что русские равно водка и так далее. Конечно же, это все неправда. Но опять же сделаю оговорку, что я говорю лично о своем опыте, о своем окружении, да, Новосибирске, потому что я не знаю, как в других городах России, возможно, где-то жизнь более суровая, чем в Сибири у нас, и там без водки никак. Я не знаю, но я думаю, что в больших городах, как минимум, да и маленьких, в целом в России пьют гораздо меньше, а водку пить уже не круто. Так что, если вы услышите, что в России пьют водку, русские пьют водку, знайте, что это все мифы, это все ложь. На этом все. Спасибо, что слушали. Мне интересно, что вы думаете об этом выпуске. Сталкивались ли вы с алкоголем в России, если вы ездили в Россию. Если вам нравится этот подкаст, то можете оставить отзыв в iTunes, написать, что вы думаете, и поставить 5 звездочек. А на этом все. Услышимся с вами в следующих выпусках. И до свидания. Пока.